Вот если сравнить речи депутатов Государственной Думы за 100 лет, то приблизительно одно и то же. Возьмите то, что говорили в Царской Государственной Думе, левые депутаты или там, правые, неважно. Все время, в принципе, одно и то же. Значит, где-то у нас механизм не срабатывает. Во-первых, нельзя устраивать революции, ибо все революции, они позыв хороший, но результат плохой. Потому что когда мы убрали весь царский режим, мы убрали вместе со всеми чиновниками, с опытом, с инженерами, с армией, с наукой, ну, со всем вместе. И пока новый режим приобрел опыт, появились те, кто захотели этот режим убрать. И с 1985 года 30 лет убирают советский режим. Надо сделать вывод уже, что все 5 русских революций были бесполезны и принесли вред. Хотя народ хотел жить лучше и сегодня. То есть надо отделять желание граждан к изменениям и последствия, которые могут возникнуть. Вот последствия хуже. Вот пример вам Ближний Восток. Желание бедных мусульман жить лучше, но приведет только к резне, к гражданской войне в этом регионе. И она идет каждый день. Но желание правильное. Иметь больше прав, больше свобод. Поэтому, если бы они жили при режиме Саддама Хусейна, Каддафи, Мубарака и вот сейчас Асад, то им противно, и я их понимаю. Одни и те же люди управляют страной 30, 40, 50 лет. Но если вы убираете этот режим, тогда кровь и насилие. Значит, надо объяснять гражданам. Правильно, нужна смена, но если смена силовым способом, то это приведет к худшим последствиям. Поэтому в этом плане, значит, мы должны выводы сделать. Я, например, согласен с тем, что те, кто нанесли вред нашей экономике, вот, демократы при Ельцине, сегодня их память увековечили. Вот Гайдаровский форум. Он считается лучший экономист. Да в чем же лучше это? Что же он сделал лучшего? Ну, проводите просто Московский экономический форум. Нет, Гайдаровский форум. Чтобы новое поколение понимало, что Гайдар это был великий экономист. Подождите, еще памятник ему поставят. Бюст уже где-то, по-моему, поставили. В том институте, где он, так сказать, руководил экономикой переходного периода. Только откуда, какой переход? Откуда, куда? Переход в нищету и бесправие, которое сегодня. Вот им западная модель демократии, нам ее навязывали. Наши демократы, сегодня «Эхо Москвы», там «Новая газета». Но мы видим, как работают правоохранительные органы Германии. Ничем не лучше наших. Надо, и девочка напишет нужное объяснение, что она сама захотела, чтобы ее изнасиловали, сама села в машину в 13 лет, сама просила, чтобы ее избивали. Но это разве можно? Кто-то говорит, это, возможно, ложная информация. Значит, ложные средства массовой информации. Какая нам разница? Кто лжет? Полиция немецкая лжет или немецкая пресса лжет? Все равно это та модель, которую нельзя показывать как образец. У нас в чем-то уже больше возможностей у нашей прессы. У нас вот так замолчать на неделю страшные такие вот акты насилия в каком-то крупном городе невозможно. У нас в ПТУ в Ульяновске девочку в туалете избили, вся страна знает. В туалете, в ПТУ, где-то там далеко в Ульяновске. Или в больнице в Белгороде врач там что-то совершил. То есть у нас получается уже лучше с информационной политикой. Но это надо отмечать, тем более у нас День российской прессы, вот это отмечаем в январе. И после Казани, по-моему, уже наши полицейские так не делают, чтобы вот так издеваться над задержанными или вот такие устраивать процессы, как в Германии. Тут, естественно, если была бы немецкая девочка, может быть, по-другому повернулся бы вопрос. Но это девочка из той семьи русских немцев, которые переехали когда-то. То есть они ехали в Германию на бывшую родину, но оказались там людьми второго сорта. А если бы мы здесь им создали условия, они просили автономию в Саратове или где-нибудь там в Караганде, мы не создали им условия, всем, кроме немцев. Что это, интересно, немцы хуже остальных народов, что ли? И все русские немцы уехали туда. И не хотят учить немецкий язык. И там уже несколько миллионов. И просто русских, и немцев, и всех остальных.
Вот. И никакой радости там они не испытывают. Сейчас, да, к нам приехало определенное количество с Украины русских, но не все. Некоторые поехали в другие страны. Русские. Рядом граница с Россией они не захотели. Не так мы принимаем, видимо, гостей. Посмотрите, на немецких вокзалах написано «Добро пожаловать мигрантам всем». Чужая страна, религия вообще, кто такие эти арабы для немцев? Они говорят «Добро пожаловать». А для русских ни на одном вокзале в России нету лозунга «Добро пожаловать, русские», вернувшиеся вот с Украины, с любой другой страны. Нету. Нужно ночью стоять в очереди. Я согласен, тяжелые экономические проблемы. Но кто мешает изменить информационную политику? У нас же целый комитет есть. Он что за 25 лет сделал? Как шла гадость на всех телеканалах, так и идет. Все новогодние праздники сплошная пьянка. Все передачи, все фильмы, в каждом сюжете они открывают и наливают. Каждый сюжет. Что ребенок видит? Постоянно наливают, наливают, наливают. Ну что это? Для чего это делает? Кто автор этих сценариев? Кто запускает эти фильмы? А потом эти девочки устраивают такой разбой у себя, так сказать, в ПТУ. И потом мы удивляемся рост алкоголизма. Это у старшего поколения. У младшего есть часть молодежи вообще отвергают начисто этот алкоголь. Ну и мы не принимаем своевременно законы, запрещающие распространение этих спайсов или эти напитки энергетические и так далее. Но для изменения информационной политики ничего не надо. Нужно жесткое решение комитета нашего и нашей палаты, и, так сказать, может быть, заставить хотя бы здесь, чтобы появился нормальный министр. Кто отвечает за пропаганду в стране? Сеславинский, у него издательство типографии. Кто отвечает? Нету ответственного. Раньше Суслов отвечал, а теперь мы даже не знаем, кто в администрации президента. За это там много их, помощников президента, там, отвечающих за прессу, за то, за другое, за третье. Это сложности есть. Поэтому можно делать. И, конечно, Чубайс, он улыбается, в наглую рассказывает про хорошие, так сказать, там, банкеты. И как говорит, ну, бывает так, сморочил, пожилой человек. Он нам намекнул с вами, давайте установим предел нахождения на руководящих постах. ЛДПР об этом говорит 30 лет. 5 лет больше не имеет права находиться. Как и сейчас, вот, я надеюсь, на 90% обновится состав депутатского корпуса по всей стране, на всех выборах. Вообще надо ввести норму тоже 5 лет и для депутатов. Один раз был, все достаточно, а что сидеть всю жизнь? Потому что легко, тепло, так сказать, можно ничего не делать, и ни за что не отвечать. На кнопку нажимать, да еще товарищ тебя нажмет, а ты пошел чай пить, там тебе помощник налил чай попить. Работа, конечно, ответственная, но не для всех. 450 не могут за все отвечать, поэтому отвечает 45, а остальные, может быть, не всегда отвечают. Не всегда их видно и слышно. Депутат – публичная деятельность его. Его должны видеть его избиратели. Поэтому давайте проверим, как вот наши депутаты за 5 лет принимали своих избирателей в своих округах. Вы увидите, что очень мало работали по главному направлению – принять избирателей и помочь им. И тогда не будет проблем с избирателями, когда мы им поможем. Хоть в чем-то. Но, наверное, не все мы делаем. Не у всех получается желание. Вот вчера были, значит, крещение Господня, да, праздник. А все депутаты участвовали в этом празднике. Я никого не видел, кроме себя. Можно дома сидеть, пить чай и говорить, да, вот крещение, да, давайте от грехов избавимся. Вы думаете, приятно входить в холодную воду, так сказать? Не очень. Валуев где-то уехал далеко-далеко и раз 20 окунулся. Зачем это делает? Что, не понимаешь, что 3 раза больше не надо? А он за всех, за всю Единую Россию, видимо. Что давайте, я за всех, готов вообще не вылезать, видимо, оттуда. Поэтому здесь надо, конечно, нам принимать какие-то солидарные решения. Давайте наведем порядок на наших телерадиоканалах. Я не говорю о запретах, об ограничениях. Но уберите алкоголь и табак. Старые фильмы показывайте там, где бесконечно курит. Но бесконечно у него не вылезает у него изо рта сигарета. Это был тот период, когда, я не знаю, почему они так курили. Я в советское время не курил. Я следил за ними, за властью. Не до курения было. Поэтому здесь много у нас возможностей. Навести порядок, чтобы у нас были другие
авторитеты в экономической мысли, не Гайдар и его команда. И как-то наказать Чубайса. Ну сколько можно, он издевается над нами. Еще мне 30 секунд добавьте, я за равноправие. Давайте, раз коммунистам. Конечно. 30 секунд, так бы я не стал, но раз Геннадий Андреевич считает, что мало, ну, да, тем более хотел купить у вас, чтобы мы продали 30 секунд, я говорю продлить. 15, а я 30 прошу. Он согласен, видите, так сказать, а вы, так сказать, да. 30 секунд всего-то вот уже осталось 10. Поэтому мы поддерживать, должны что-то сделать. Последняя сессия, давайте уберем Чубайса окончательно, чтобы его больше не было нигде, никогда, чтобы мы его фамилию даже не слышали. Осудите его деятельность за все 30 лет. По линии фракции ЛДПР мы 100 раз поднимали вопрос о содержании животных в стране. Загрызают каждый год десятки людей. Председатель комитета нам снова говорит, ну вот мы там обсуждаем, вот мы вынесли, ну возможно, слушайте, ну что же за бессилие такое? Что за парламент, который не может принять простой закон о содержании животных? Вы можете назвать фамилию, кто в аппарате правительства тормозит? Кто это такой животнолюб там, понимаете? Вот нам же каждый день показывают Амур и Тимур, да? Тигр и козел. Давайте не кормить этого тигра, 2 дня он сожрет козла на следующий день. Перекармливают тигра, эту сказку показывают, смотрите, какая дружба. В это время идет человек, расстреливает своих 2 бывших начальников, не бывших, а начальников. Вот такую нам дружбу сделать между людьми, чтобы дружили, а не между животными. Эту показуху показывают, так сказать. Так не поделили деньги. То Подмосковье расстреливает всю администрацию, то в Москве расстреливают. И везде миллионы и миллионы. Они спорят. А в это время козел и тигр мирно гуляют, так сказать, видите? А люди друг друга расстреливают. Надо людьми заниматься, а животными закон принять. И вот мешает кто-то в правительстве. Этот очень любит, наверное, у него ни жены, ни детей нету, дома одни животные, 20 кошек, 20 собак. Вот он сидит и мешает принять этот закон. По задолженности субъектов тоже наш закон лежит там с лета прошлого года. Но надо отсрочить долги. Каждый субъект с трудом погашает проценты по долгам. Не только задолженность, проценты. Потому что он никогда задолженность эту не погасит. И мы у него забираем деньги на развитие региона. Так давайте отсрочку сделаем. Это же наша страна, наши долги. На 10 лет отсрочку, и все деньги пустят не на погашение процентов и самого долга, на развитие субъектов. Нет, вот кто-то мешает. В Минфине он сидит, этот умник, или в другой инстанции. Ну вот по противодействию коррупции мы от фракции КПРФ новый закон внесем. Ну вот по политическим участию политических партий мы внесли летом прошлого года. Через закон заставить губернатора иметь своими заместителями представителей других партий. Ведь сразу оздоровится обстановка в регионе, если у губернатора будут заместители от других парламентских партий. Пример — Смоленская область. А Забайкальский край этого не сделал представитель «Справедливой России». И там бардак. Ну кто мешает нам через закон это провести? Это самый эффективный способ борьбы с коррупцией. Мы приняли огромное количество законов, но коррупция уменьшается слишком медленно. Мы предлагали досрочно прекращать полномочия депутата, если он не поддерживает связь с избирателями, не ведет личный прием, не проводит встречи с избирателями. Открываю газету, какая там, по-моему, посвященная спорту. Наш депутат Марат Сафин. Да, работа депутата не пыльная. Что он еще не исполнял обязанности депутата на всю катушку. Вот по моему видению, депутат должен за 5 лет пребывания в Думе принять 5000 избирателей. По 1000 в год, по 100 в месяц, по 50 в неделю, по 10 в день. Это что, 10 человек в день не может принять? И объехать весь свой округ. Но часть депутатов этого абсолютно не делают. И потом они... Да, работа депутата не пыльная. Конечно, легче ракеткой завоевать хороший титул. Это тяжелейший труд спортсмен. Но не надо смешивать в одну кучу. Пускай спортсмены занимаются спортивными делами, а депутаты занимаются избирателями. А вот то, что там всякие животные, тоже есть соответствующие общества. Вот. Но не хочет правительство пойти. Не хотят в правительстве, чтобы был сильный парламент.
чтобы депутаты, наши избиратели чувствовали, что депутат о них заботится. Ну вот запрет на ввоз пальмового масла. Мы внесли закон. Растет число завоза пальмового масла. Замещают им нормальные продукты питания. Травим собственное население. Да пальмовое масло используют для очистки канализационных труб, их там техники. А мы везем к себе. При советской власти понятия не было пальмовое масло, даже оливковое. Подсолнечное было. И мы видели как они растут и что это такое. Но ничего не делает наш комитет. Оборот напитков слабоалкогольных и безалкогольных, но энергетических с декабря 2012 года, в том числе и депутаты «Единой России». Ну ладно, оппозицию не хотите пропустить законы, но этот закон поддержали депутаты от «Единой России». И мы видим случаи, когда ребята, молодежь пьет эти энергетические напитки, эту гадость. Ничего, без движения, 4 года. Да. Ребенка оставляют часто в автомобиле. Все, трудно принять, легкий закон во всех странах мира действует. Все лежит, ничего не делается. По детям, где есть инвалиды, чтобы там какую-то им дать защиту, скидку на оплату жилья, там, где ребенок инвалид, там слишком много расходов. Тоже с мая 2011 года, 4 года уже, 5 лет будет, вот сейчас 5 лет будет, лежит без движения комитет по труду. Да. Сельхозпроизводители наших, ну, кто мешает поддержать, они все произведут. Но давайте им дадим место, чтобы он мог продавать в любой точке. Это не должен быть стационарный торговый объект. Вот где он хочет, там пускай продает. Привез и пускай открывает там борт своего маленького пикапа, заехал в жилой массив и продает. Кто мешает это? И продолжаем закрывать рынки. Вместо них открываем крупные торговые сети, где невозможно снижать цену и товары все из-за рубежа. То есть мешает. Само правительство, губернаторы и мэры мешают сельхозпроизводителям не только произвести, не только довести до города, но и продать. Поэтому надо приветствовать санкции. Может быть, так мы заставим помогать нашим гражданам, так сказать. И кредитование нужно срок минимально увеличить до 7 лет и заставить, чтобы Россельхозбанк давал больше кредитов именно сельхозпроизводителям. А там присосались разные товарищи, получают. То же самое, вот по стоимости услуг. Валялся наш закон с октября 2012 года. Теперь операторы сами понизили цены. Речь шла о том, чтобы оплата услуг сотового оператора за пределами домашнего региона была по тому же тарифу. Закон был, это напугало их. И операторы без принятия закона сами навели порядок.